Приветствую, друзья! После внушительного числа новых имен в тематике внутриканальных наушников считаю своим долгом рассказать и о новинке от любимого мною бренда Knowledge Zenith. Модель по традиции назвали KZR и оформили так, как редко кто оформляет даже топовые наушники. Причем внутри у них все тоже солидно. За бас отвечает 10-миллиметровый динамик, за середину целых 6 балансных арматур 524S, а на верхах стоит проверенный временем драйвер 319S. Очень любопытная модель по всем существующим параметрам. О ней сегодня и говорим. Поехали! Коробка от наушников КЗ за годы существования бренда вообще не изменилась. Это все тот же черный картон с металлическим вкладышем внутри. Из характеристик отметим гибридную схему из одного динамика и 7 балансных арматур с общим импедансом в 16,5 Ом и чувствительностью 109 дБ. В комплект нам положили инструкцию и уже знакомый всем набор черных силиконовых амбушюр с насечками. Не скажу, что это лучшее, что я встречал, но вполне достойные насадки. Кабель выглядит неплохо. Knowledge Zenith, хотя и со скрипом, но постепенно улучшает свои комплектующие. Он гибкий, витой, однако, на мой вкус, довольно тонкий. Я бы предпочел ему куда более внушительный KBR Limpid Pro. По сопротивлению, возможно, из-за гарнитурного блока я получил разнос от 0,2 до 0,8 Ома, что, конечно же, весьма посредственно. Сами чашечки выполнены из полупрозрачного пластика, сквозь который прекрасно виден динамик и все 7 балансных арматур. Удивительно, но внутри их всего 2 разновидности. Один высокочастотный 319S и целых 6 штук 524S, отвечающих за середину. С внутренней части тут располагается отверстие для компенсации и средних размеров металлический звуковод. С внешней же модель оформили получше многих флагманов. Интересный такой дизайн с зарешоченным окошком и, похоже, еще одним отверстием для вентиляции. Сидят наушники отлично, пользоваться ими удобно, да и со звукоизоляцией здесь все просто шикарно. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас абсолютно стандартный импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,4%, что, вообще говоря, превосходно. Фаза ведет себя корректно, а затухание на 30 и 60 дБ составляет где-то 73 и 98 миллисекунд с незначительными возмущениями на нижней части диапазона. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 14 дБ с правильным таким заходом на середину, чуть менее выразительное выделение области разборчивости, пик на 4 кГц для имитации ушной раковины и еще один на 8 кГц для усиления резкости звучания. Далее нам подсвечивают еще 11 и 15,5 кГц, дабы вернуть в звучание хоть немного воздуха и подчеркнуть отзвуки перкуссионных инструментов. Вполне стандартный график с хорошо выраженным басом и без сколь-либо спорных моментов. В плане звучания же модель мне показалась абсолютно сбалансированной. Прекрасная прорисовка, динамика, воздух и насыщенность. То есть все, как говорится, на своих местах. Бас быстрый, собранный, с прекрасной глубиной и передачей текстур, а середина наделена правильной массой, при этом четкая, выразительная и в достаточной мере музыкальная. Сильно в теплоту модель, естественно, не уходит, однако некоторые отголоски аналоговости тут присутствуют. Еще хочется отметить просто превосходное разделение, слегка нейтральный такой характер и чуть ли не родниковую прозрачность, где вся внутренняя кухня буквально как на ладони. Единственное, мне здесь слегка не хватило высокочастотных затуханий и резкости перкуссии, но это, собственно, все, к чему я хоть как-то могу докопаться, учитывая, конечно же, их цену.
От намного более дорогих KVR Orchestral Lite их отличает более тонкое тело, заметно меньший тембральный объем и некоторая разница в собранности, прозрачности и разделении инструментов. У КЗ они немного, но все-таки выше. Перепад по уровню звучания тоже чувствуется, а следовательно перепутать на слух их совершенно невозможно. То есть звучат ZAR без сомнения невероятно круто, но они не ровня моделям за $300 и выше. Хотя, как для своих 5000 рублей, это нечто потрясающее. Прекрасная однородность по всему диапазону частот, целостность образов, завидная четкость, мелодика и свой собственный, чуть смещенный в сторону мониторности почерк. Слушать это реально интересно, а как для выступлений вообще находка. Да, можно было чуть-чуть добавить мягкости, но тогда бы мы получили аналогичную Orchestral Lite музыкальность и теплоту. Здесь же постарались дать нам максимальную натуральность, подчеркнуть драйв и прорисовку нюансов и к тому же соблюсти гармонию. Нигде ничего особо не выпирает, на передний план не лезет и не затмевает собой остальные частоты. Против них у ТК-ЗК Uranus, KVR Scandeza или TIN Hi-Fi C5 нет ни малейшего шанса. Первый намного менее подробный, а последняя модель вообще глухая. Скажу больше, то, что сейчас делают КЗ в своем ценовом сегменте, просто не имеет аналогов. Варианты от других производителей или заметно дороже, или же уступают ZAR по целому ряду моментов. В основном техничности, балансу частот, мелодики и, конечно, прозрачности звучания. Единственное, для КЗ, как обычно, требуется заменить стоковый кабель и, чтобы вообще было хорошо, амбушюры. По стилистике все просто чудесно. Возможно, слегка не хватает жирка и интимности, однако я не могу придумать ни одного жанра, с которым бы ZAR не смогли бы справиться. Рок, поп, металл, электроника, джаз, ритм-н-блюз, соул, этника, что-то академическое или оркестровое – все тут абсолютно в тему. Да, в глубину сцены они не так хороши, как, например, Orchestral Lite, но и этого более чем достаточно. Хватает воздуха, хорошо ощущается структура инструментов, целостность, мелодика и великолепная передача энергетики произведения. Из источников модель тоже прекрасно себя покажет как с чем-то техничным, так и со всякими музыкальными решениями. Если вы выступаете за мониторность, нейтральность, техничность и хороший такой уклон в разрешение, уверен, герой обзора понравится вам даже больше дорогих Orchestral Lite, а это уже, как понимаете, сверхпоказательно. Итогом гибридные 8-драйверные наушники КЗ-ZAR очень удобно сидят, прямо круто выглядят. Стоковый кабель нам наконец-то улучшили, дополнили все это универсальной настройкой и подчеркнули просто потрясающим, как для своей цены, звучанием. Четким, прозрачным, с превосходной мелодикой, драйвом и выразительностью. Уверен, больше всего их оценят любители всего мониторного с отличными скоростными показателями и умеренной аналоговой теплотой. Впрочем, на фоне Orchestral Lite характер ZAR мне показался не менее интересен. Они также зажигают кровь эмоциями, но суше и сдержаннее, чем оркестра. По мне, так восхитительные наушники, а как для своей цены, это вообще, друзья, нечто шедевральное. А на этом у меня все. Это были наушники КЗ-ZAR. Всем добра, подписывайтесь, ставьте лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра!